Друзья, вы знаете, в какой фазе находится крипторынок прямо сейчас? Мы стоим на пороге 4-го квартала, который исторически считается самым зеленым за всю историю крипты. Ведь, например, средняя доходность биткоина за последние 3 месяца года составляет целых 52%, причем последние 2 года 4-й квартал был закрыт выше 40%. Согласитесь, по сравнению с другими кварталами, разница заметна невооруженным взглядом. Конечно, вы можете подумать, а с чего это вдруг биткоин и весь крипторынок будет снова показывать зеленый цикл под конец года. Но обратите внимание на эти цифры. Если биток завершал сентябрь в плюсе, как это наблюдается сейчас, то 4-й квартал исторически демонстрировал особенно позитивную динамику. С притоком капитала от фондов биткоин словно сломал тренд красного сентября и сейчас готов продолжать свое движение. Но есть одно но: сентябрь еще не закончился, и в этом месяце остались некоторые ключевые события, которые окажут влияние на общий фон. В первую очередь нас ждут данные по ВВП за второй квартал, где мы увидим, как работала экономика США в условиях тарифов Трампа, и наблюдаем ли мы общее замедление на фоне слабого рынка труда. Но в то же время под конец этой недели мы получим ценовой индекс. Это ключевой показатель по инфляции, который в приоритете для ФРС даже больше, чем ИПЦ. На данный момент есть риски роста инфляции, а также снижения ВВП, что станет главным катализатором движения криптовалюты на этой неделе. Таким образом, сегодня я для вас подготовил разбор всех важных событий, которые пройдут в ближайшие 7 дней. Кроме экономических показателей, мы также разберем масштабную конференцию по эфиру, чтобы понять, как она может повлиять на его цену. Дополнительно я сделал анализ биткоина и его метрики, а в конце мы подведем один большой итог, чтобы понять, как будет закрыт сентябрь и к чему нам стоит готовиться в преддверии самого зеленого квартала года. Что касается альтов, то про них я хочу в ближайшее время выпустить отдельное видео, и даже хочу сделать серию обзоров на какую-то одну монету, например, Solana, Link, возможно, XLM. Поэтому, если вам интересен такой формат, поставьте минимум 1000 лайков, и я сразу приступаю к работе. Но в комментариях можете написать, на какой именно альткоин вы бы хотели обзор. $10 за комментарий под прошлым видео забирает этот пользователь, и напоминаю, что сейчас такая возможность есть у каждого. Плюс к этому мы отправляем еще $10, если вы также подписаны на наш Telegram. Так что всем, кто поддерживает канал, огромное спасибо и приятного просмотра. А с вами Влад, мы начинаем. Итак, друзья, пока киты и фонды следят за фундаментальными монетами, советник Трампа по проекту VLF лонгует новую монету, которую недавно залистили на бирже, и она уже успела вырасти почти на 2000%, а профит советника Трампа сейчас составляет более $300 тысяч. Редакторы нашего Telegram Coin22 еще вчера написали, что это за монета и на каких уровнях были открыты сделки. Возможно, это трейдер-инсайдер, никто не знает, но самое главное, что он открывает много профитных сделок. Поэтому, если вы хотите узнать, на чем он сейчас трейдит, переходите в Telegram, подписывайтесь, получайте свежие новости по крипте и только самую необходимую информацию без спама. Как я говорил в прошлом ролике, экономика продолжает оставаться в центре внимания не только на Уолл-стрит, но и на крипторынке. Ведь сами видите, на фоне встречи ФРС рынок подрос, а после, когда ничего не происходило, начался локальный откат. Так вот, на этой неделе лично я буду следить за ВВП, ценовым индексом и еще одним выступлением Пауэлла, где он даст дополнительные комментарии и, возможно, обсудить те вещи, которые не успел разобрать 17 числа. Но обо всем по порядку. Чего же нам стоит ждать от ВВП 25 сентября? Это будет третья финальная оценка ВВП за второй квартал 2025 года, плюс обновленные данные по отраслям и корпоративной прибыли. Проще говоря, окончательная картина, как чувствовала себя американская экономика весной и в начале этого лета. Сейчас база такая. Вторая оценка показала рост на 3,3% после падения на 0,5% в первом квартале, то есть экономика в целом держится хорошо. Атлантский ФРБ в своем прогнозе также рисует около 3,3% уже и по третьему кварталу, а значит и летом темп сохранился. Но важно понимать фон. 17 сентября ФРС уже снизила ставку на 0,25%, и теперь она находится в диапазоне 4-4,25%. И они прямо сказали, следующие шаги будут зависеть от данных. С тех пор американский доллар просел до уровня 96-98, согласно индексу, что рынок расценил как сигнал на более мягкую политику. Но чего же нам стоит ждать? Базовый сценарий – это без сюрпризов. Диапазон 3,2-3,4%. Обычно на третьей оценке вносят некоторые правки за счет уточнения экспорта и расходов на услуги. Но главное – это блок корпоративной прибыли. Если его сильно пересчитать вниз, то фондовый рынок может напрячься. А вместе с этим и все рискованные активы, включая крипту. Теперь по интерпретации. Если ВВП окажется на уровне 3,3%, то значит экономика мягко сильная. Перегрева нет, и это поддерживает сценарий еще одного-двух смягчений ставки до конца этого года. Если ВВП вдруг превысит уровень 3,6%, то ФРС может взять паузу и сказать: подождем подтверждений. Тогда доллар США может кратко укрепиться. Если ниже 2,8% и плюс упадет прибыль корпораций, то это уже повод для ФРС ускорять смягчение, а тем временем доллар продолжит падать. Почему это важно для нас с вами, кто следит за биткоином? Работает 3 канала. Первый – это ликвидность. Снижение ставок плюс стабильный рост ВВП – это значит больше денег идет в рискованные активы, в том числе в крипто-ETF. Второй – это доллар. Слабый индекс доллара всегда на руку биткоину и альтам. А третий канал – это длительный цикл. Если экономика не падает в жесткую просадку, а ФРС продолжает смягчать ставки, у крипты появляется шанс на устойчивый рост этой осенью и зимой, включая рост в начале следующего года. Поэтому 25 сентября смотрим не только на саму цифру ВВП, но и на пересмотр прибыли компаний и на дефляторы. Это картинка по ценам. Итог такой. Базовый сценарий по ВВП остается около 3,3%. Доллар продолжит падать вниз, а биткоин получит поддержку через слабый доллар и ожидание мягкой политики ФРС. Кстати, до этого 23 числа будет
будет выступление Джерома Пауэлла, и оно также может оказать влияние на криптовалюту. 23 сентября Джером Пауэлл выступит в Род-Айленде с речью об экономике США. И тема такая: экономические прогнозы, рост, занятость, инфляция и риски для страны. Главный акцент будет на инфляцию, особенно на ИПЦ. Если он даст понять, что инфляция остывает и экономика замедляется, это поддержит мягкую политику ФРС, и соответственно доллар упадет, а биткоин получит плюс. Если же Пауэлл будет жестким, скажет, что инфляция остается угрозой, доллар укрепится, доходности вырастут, и для крипты это может означать временную коррекцию. Такие речи часто двигают рынки сильнее, чем статистика. Реакция бывает мгновенной. Сначала скачки на валюте и облигациях, а потом волатильность на биткоине. Поэтому ждем. Если что, главные тезисы, как всегда, будут в нашем телеграм-канале. Также в день публикации ВВП мы еще получим данные по заявкам на пособие по безработице. Но я не думаю, что будет сильный разброс в цифрах, ведь эти показатели выходят довольно часто. А вот отчет по инфляции в пятницу, 26 числа, уже поинтересней. Это любимый инфляционный индикатор ФРС. Именно он создаст тон для следующего решения по ставке. Напомню, в июле базовый ценовой индекс показал плюс 3% за месяц и 2,9% в годовом выражении, то есть инфляция остается упругой. Что ждем от августа? Базовый сценарий 0,2-0,3% за месяц и 2,8-2,9% за год. Теперь три варианта. Если данные выйдут в линию и не изменятся, ФРС спокойно продолжит мягкий курс. Доллар останется под давлением, а биткоин получит поддержку. Если цифры окажутся горячими, 0,3% и выше, а годовые 3%, то ФРС возьмет паузу. Доллар вырастет, а крипта может уйти в откат. Но если цифры будут холодными, 0,15% и ниже, и 2,7-2,8%, тогда у ФРС развязываются руки для ускоренного снижения ставок. Доллар упадет еще сильнее, и это мощный плюс для биткоина. Но вот еще на что особенно важно смотреть в этом отчете. Там есть разбивка услуги против товаров. Если инфляция в услугах начнет остывать, это прям золотой сигнал для ФРС. Плюс реальные расходы домохозяйств. Если они продолжают расти без перегрева, это идеальный фон для мягкой политики. И все это выходит на фоне того, что ФРС уже снизил ставку 17 сентября, назвав это риск-менеджментом из-за слабости рынка труда. Поэтому именно этот отчет в пятницу и данные по рынку труда будут решающими для того, сделать ли ФРС снижение ставки в октябре и декабре. В сухом остатке мы получаем следующее. Базовый прогноз по ценовому индексу это 0,2-0,3% за месяц и 2,8-2,9% за год. В таком случае ФРС продолжит аккуратное смягчение. Доллар останется под давлением, а биткоин получит поддержку. Как показывает практика, в момент публикации таких важных отчетов монеты фиксируют самое активное движение. Поэтому лично я уже открыл сделки по биткоину и эфиру, в то время как аналитики нашей подписки Coin22 Pro подготавливают лучшие точки входа на многие альты, чтобы зафиксировать профит, как, например, мы это сделали на падение цены XRP, потому что вовремя открыли шорты, а также мы закрыли многие другие прибыльные сделки на прошлой неделе. И даже если вы новичок, вы также можете работать в таком формате, ведь у нас есть пошаговое обучение, сопровождение и поддержка 24/7. А с нашим официальным партнером BitGet вы еще и получаете лучшие условия для торговли и возможность получить $150. Для трейдеров с большими торговыми объемами есть VIP-статус, и в скором времени мы совместно с BitGet анонсируем новую крутую акцию только для наших зрителей и участников Pro. Поэтому регистрируйтесь на BitGet и становитесь участниками Pro по ссылке в описании. Кроме экономических, на этой неделе будут и криптособытия, и одно из них напрямую связано с эфиром. Во-первых, 24 числа пройдет конференция по эфиру в Софии. Это крупная конференция и кодинг-марафон по эфиру, Web3 и блокчейн-технологиям. Основная часть идет 2 дня, но марафон по кодингу стартует чуть раньше, с 23 числа. Тема обещает очень интересная. Там будут говорить о том, как соединить искусственный интеллект с блокчейном, о развитии DeFi, токенизации реальных активов, масштабирование эфириум и Layer 2. Будет отдельный блок по безопасности смарт-контрактов и протоколов, плюс обсуждение регулирования в Европе, тот же МИКА, юридические рамки и участие местных регуляторов. Спикеров больше 70. Среди них представители Consensus, Ledger и аудиторские компании. Запланировано более 40 панелей и воркшопов, демо-зоны и проекты стартапов. Чего же можно ждать на выходе? Во-первых, конкретики по токенизации реальных активов. Недвижимость, финансы, все, что можно оцифровать на блокчейне. Во-вторых, новые инструменты по безопасности. Стандарты аудита, проверки смарт-контрактов и в-третьих, решения по масштабированию и Layer 2, которые могут уменьшить комиссии и ускорить сеть, плюс интеграция ИИ и Web3. Почему это важно? Такие конференции создают тренды. Если прозвучат анонсы про новый L2 или токенизацию, то это может подтолкнуть интерес к эфиру и его экосистеме в целом. Появятся сигналы для инвесторов, какие проекты поддерживают фонды и куда идет капитал. Ну и для нас это потенциальная волатильность. Любая крупная новость может двинуть эфириум и цену альтов. Тем временем Bitmain, это компания Тома Ли, продолжает скупать эфир, несмотря на то, что рынок сейчас стоит в боковике. Только за последние сутки они купили монет почти на $84 миллиона. Сначала это было 4428 эфиров через компанию Galaxy, потом еще 4 транзакции, и итог больше 14 тысяч. И это не разовая покупка. На этой неделе Bitmain официально подтвердила, их портфель эфириум уже перевалил за 2 миллиона эфиров. Это делает их крупнейшим публичным холдером эфира. Они серьезно обгоняют всех. Что интересно, закупка прозвучала на коррекции рынка. И я напомню, после снижения ставки ФРС, эфириум прыгнул выше уровня 4600, но сейчас еле-еле держится на уровне 4,5. Данные показывают, у китов накопилось слишком много нереализованной прибыли, и это может вызывать продажи, но аналитики смотрят наперед. Например, по данным этого трейдера,
инвестора, эфириум недооценен, и текущее накопление от компании Bitmain – это признак чего-то большего. Его прогноз такой: новый максимум для эфира в районе 5000 уже в ближайшее время. Сейчас Тома Ли называют Майкла Селлером для эфира, потому что он скупает все, что может. Похожего мнения придерживаются многие аналитики, ведь на графике формируется паттерн падающий клин. Обычно это сигнал на пробой вверх. Если быки удержат контроль, то следующая цель для эфира находится на уровне 5000. И картина простая. Рынок корректируется, киты фиксируют прибыль, но Bitmain продолжает накапливать эфир. И соответственно это воспринимается как сигнал к росту в долгосрочной перспективе. Так что сейчас за эфиром стоит следить особенно внимательно. Собственно говоря, как и за биткоином. Смотрите, что произошло после снижения ставки ФРС на 0,25%. До решения открытый интерес по биткоину на бирже Binance был на уровне 12,8 миллиардов долларов, а уже через сутки после встречи он вырос до уровня 13,4 миллиарда. Это плюс почти 5%. Но что это значит? Открытый интерес показывает, сколько денег реально стоит в позициях. Когда он резко растет, это говорит о том, что на рынок заходит больше игроков, и они готовы рисковать. И самое важное, речь идет именно про Binance. Это крупнейшая биржа по объему торгов и по открытому интересу. Общий объем там превышает 44 миллиарда долларов. Поэтому такие движения на бирже можно считать опережающим сигналом для всего рынка. И получается рост открытого интереса на 4,7% после снижения ставки ФРС. Это четкий сигнал, что крупные и мелкие инвесторы начинают снова ставить на рост биткоина. И это подтверждает восходящий тренд. Тем более, когда ожидается еще 2 снижения ставки ФРС в этом году. Сейчас трейдеры по биткоину внимательно следят за уровнем 116 тысяч долларов. Это такой психологический рубеж. А вот зона 117 200 долларов и выше считается ключевой. Именно от нее будет зависеть, сможет ли биткоин пойти в рост на этой неделе и перед выходом свежих данных. На графике все просто. Снизу поддержка на уровне 114 тысяч, а сверху сопротивление 117 200 долларов. Уже несколько раз мы видели тест уровня поддержки, и он пока держится, но сопротивление сверху еще очень сильное. Сейчас рынок сжат в узком диапазоне, и очень скоро мы узнаем, насколько крепко стоит уровень 117 200 долларов. Хотя если смотреть шире, то вторая поддержка находится на уровне 112 тысяч, а вот сопротивление на уровне 118. Уже четвертые выходные подряд биткоин стоит во флете, без резких движений и гэпов. А учитывая, что он давно консолидируется вот в этой области, то если цена пробьет это сопротивление, это, конечно же, начнет формировать новую фазу роста. И тут важный момент. На рынок снова давит макроэкономика. Как я уже сказал, в эту пятницу мы получим данные по инфляции. Плюс на этой неделе выступает Пауэлл и другие представители ФРС. А это значит, что впереди снова могут быть большие движения. Рынок сейчас почти на 100% уверен, что ФРС в октябре снизит ставку на 0,25%. Но любые негативные данные, будь то по инфляции или по ВВП, могут немного скорректировать политику ФРС. И поэтому до получения первых важных данных биткоин будет двигаться в этом узком диапазоне. Ну и соответственно ждать пробоя. Но вот что интересно. Биткоин сумел сломать так называемое сентябрьское проклятие. Все мы знаем, что сентябрь традиционно был самым тяжелым месяцем для крипторынка. Если посмотреть статистику, то в среднем в сентябре биткоин терял около 8% стоимости. Поэтому этот месяц даже назвали Репtember или Красный сентябрь. Но в этом году все пошло по другому сценарию. К середине месяца, по данным CoinGlass, биткоин показал рост более чем на 6%. И это лучший сентябрь за последнее время. Ведь только в далеком 2012 году биткоин показал прибыль выше 20%. И сейчас мы видим настоящую аномалию. Месяц, который всегда считается убыточным, впервые дал мощный сигнал разворота. Почему это так важно? Дело в том, что исторически положительный сентябрь почти всегда открывал дорогу к еще более сильному четвертому кварталу. А четвертый квартал и без того считается самым прибыльным периодом для биткоина. Это сезон, когда на рынок заходит ликвидность, повышается интерес инвесторов. Именно в последние месяцы года мы часто видим рост до новых максимальных уровней. Теперь внимание, если сентябрь закрывается в плюсе, вероятность взрывного четвертого квартала возрастает в разы. Криптоаналитики даже отмечают, что рост в такие периоды обычно выше средних значений. И это вселяет в рынок уверенность, что впереди нас ждет особенно горячая зима и осень. И это касается не только биткоина. Ведь как только биткоин начинает фазу роста, эфириум и другие альты начинают копировать его движение. Эфир чаще всего выходит на пик в первом квартале, но под конец года он обычно тоже усиливает свою динамику, догоняя биткоин. Есть еще и макроэкономический фон, который играет на руку крипте. В США слабые данные по рынку труда, экономика остывает, а это заставляет ФРС смягчать политику. Напомню, ставку уже начали снижать, а значит доллар будет под давлением, а вот спрос на альтернативные активы, вроде биткоина и эфира, только усиливается. По сути, биткоин сделал сразу две вещи. Первое, это сломал историческую негативную модель, а второе, дал рынку мощный сигнал. Ведь если монете удается показать лучший сентябрь за последние 10 лет, именно в момент, когда все ждали падения, это возвращает доверие к крипторынку и привлекает новый капитал. Впереди остается один вопрос. Как именно отыграет рынок этот позитив? И если мы видим, что уже в сентябре биткоин растет, то к концу года нас может ждать гораздо более высокий рост. И речь не только про возвращение к ключевым диапазонам, но и про бой новых максимальных уровней. Поэтому сентябрь 2025 года это, возможно, переломный момент для всего цикла. Биткоин сломал тренд, инвесторы вернули уверенность, а впереди самый сильный квартал года. И именно сейчас начинается та фаза, когда крипта способна привлечь новый капитал от больших фондов и начать формировать новую фазу роста. Так что пишите в комментариях, согласны ли вы с этим, или может быть у вас есть другие прогнозы по этому поводу. Также не забывайте поддерживать видео лайком и, что самое главное, подписывайтесь на телеграм-канал, ведь там еще больше разных разборов и прогнозов по разным монетам. Ну а на сегодня все. Желаю, чтобы эта неделя стала максимально
сверхприбыльной и запустила настоящий булран на 4-й квартал. Вам всем желаю удачи, до скорых встреч!